Приветствую всех граждан! Данное видео посвящено гонкам. Если вы хотите гонять на самом быстром корабле, если вы хотите везде и всюду успевать и быть первым, то это видео для вас. Первое, с чем столкнется начинающий рейсер, это выбор корабля. Абсолютными чемпионами, конечно, являются М50 и Origin 350R. Но не стоит сбрасывать со счетов Mustang, Gamma, Omega, Gladius, Sabre и прочие быстроходные суда. Каждый найдет то, что ему нужно. Но, как водится, для гонок нужен именно гоночный корабль, и Mustang Omega или Gamma будут самым лучшим выбором для новичка. На этом корабле вполне реально сделать свои первые 33 секунды на самой легкой трассе. Кораблей на пострелять у нас много, а вот гоночных всего несколько штук. В связи с этим среди рейсеров все ожидают судно, специально заточенное под гонки – MISC Racer. Это сверхмаленькое и сверхлегкое судно обещает наделать много шороху. Как и во всех других сферах деятельности, для повышения уровня квалификации на треках нужен опыт, знание трассы, умение использовать сильные стороны своего корабля и, конечно же, знание механики игры. Скажу сразу, если у вас небольшой опыт вождения на треке, то разбивать свой любимый кораблик вы будете очень часто, даже на самой легкой трассе. С опытом вождения и практикой придет знание трассы, вы будете приятно удивлены и вознаграждены за свой труд. После того, как у вас начнет все более-менее получаться, вы станете сталкиваться с игроками, которые будут обгонять вас на круг и более. Тогда как ваш лучший круг 45-50, эти читеры умудряются сделать круг за 30. А в этот момент начинаешь что-то подозревать, спрашивать у других пилотов что и как, искать информацию на ютубе и прочее. Мы с друзьями немного подсуетились и собрали в этом видео всю самую полезную информацию для рейсеров. Трассы. Многие из вас уже знают, что в игре есть режим симуляции Arena Commander. В этом режиме корабль, на котором вы летаете, нельзя уничтожить по-настоящему. Корабль у вас появится сразу после того, как вы его разобьете. В реальных гонках такого, конечно же, не будет. В гонках на данный момент доступны 3 трассы, на которых можно зарабатывать виртуальную валюту REC, которую можно потратить на аренду оборудования и кораблей. Короткая проходится минут за 5, около 500 REC. Средняя минут за 7, около 1000 REC. Самая длинная – около 10 минут и около 1500 рек. Все трассы на данный момент игры закольцованы, то есть у вас старт и финиш начинаются в одном и том же месте. По всему треку в разных местах расположены чекпоинты в виде колец, которые надо пролететь в строго определенном порядке и никак иначе. Между чекпоинтами расположены препятствия, об которые крайне желательно не разбить свой корабль. Помимо этого, между чекпоинтами расположены маркеры, указывающие маршрут трека. После того, как первый игрок пересечет финишную черту, стартует 30-секундный отсчет времени, по истечении которого другие игроки должны успеть к финишу. По истечении 30 секунд гонка заканчивается для всех оставшихся игроков автоматически. В дальнейшем разработчики обещали ввести и другие треки, в том числе не закольцованные. Нечто вроде ралли и спринта от точки А до точки Б. И как уже говорил, в реальных гонках потеря корабля будет фатальна. Вполне возможны будут варианты с заменой и так далее, но это уже домыслы. По трекам вроде бы все разобрали. Корабли. Перейдем к выбору корабля. Участвовать в соревнованиях можно на любом более-менее быстром корабле, но, как метко сказал Airpside, тут все решают жопа-часы. То есть необходимо привыкнуть к своему кораблю, габаритам, режимам и характеристикам. Еще один момент, который, на наш взгляд, очень важен при выборе корабля, это то, как вам удобнее поворачивать. Рысканием, то есть влево-вправо, или тангажом, то есть вверх или вниз. Имейте это в виду, потому что разные корабли имеют разное количество маневровых и установлены они в разных местах корабля. От чего, конечно, зависит подвижность корабля в той или иной плоскости. Так что если вы летаете на корабле, который лучше поворачивает рысканием, а корабль для гонок выбрали, который поворачивает тангажом, то придется привыкать. Корабли делятся на гоночные и негоночные. Гоночные отличаются высокой скоростью и хорошей маневренностью. У негоночных, конечно, таких скоростей и маневренности нет. Origin 350R. 810 – максимальная скорость, длина 24 метра, высота 7 метров, ширина 16 метров, вес 20 тонн и 85 килограмм. М50 – максимальная скорость 780, длина 11 метров, высота 3, ширина 10 и вес 12 тонн. Mustang Omega и Gamma 765, длина 18, высота 5,5, ширина 13 и вес 13 тонн. Негоночные корабли. Говорить про них особого смысла нет, ниже таблица негоночных кораблей. Хочется лишь сказать, что при должной сноровке, если против вас неопытные рейсеры, первые места можно занять даже на Hornet.
Личный рекорд – 58 секунд, лучший круг на легкой трассе. Пришел первый, при этом соревновался с Гладиусом и Авенджером. Что вы из этого выберете и на чем летать, решать вам. Конечно, придется учитывать габариты вашего корабля, так как довольно часто пилоты, не рассчитав размеры судна, банально разбивают корабль. Что еще хуже, разбивают не только свое, но и чужое судно. Для справки, внутренний диаметр кольца 90 метров, то есть в него свободно пройдет несколько кораблей одновременно. Механика полетов и прокладка маршрута. Для того, чтобы прийти первым, надо сделать это очень быстро. А для того, чтобы максимально быстро сократить время, необходимо лететь по самым коротким траекториям между чекпоинтами. В игре ведь никак ширина трассы не обозначена, поэтому пилоты, по сути, выбирают прямой участок трассы между чекпоинтами. Особенно важно знание трассы. Необходимо знать, где и когда нужно повернуть, и, возможно, даже заранее. На самой сложной трассе есть чекпоинты, которые расположены сразу после крутых поворотов, на 90-180 градусов относительно чекпоинта, в который входишь. Особо умелые пилоты входят в кольцо, развернув корабль в нужном направлении заранее. Важно понимать, что на больших скоростях пилот при неумелом управлении имеет очень высокий шанс отключиться. Перегрузки возникают бешеные, и тут умение правильно выставить курс судна и умение пилотировать идут рука об руку со знанием маршрута. Если неверно выставить направление, придется доруливать к точке входа чекпоинта. При этом у вас появляется инерция судна, которая дает вам второй вектор движения относительно нового курса корабля. При повороте в этом случае перегрузка неизбежна, и виртуозный пилот, чтобы избежать схода с трассы и потери скорости, должен обладать пониманием того, как работает механика перегрузки в игре. Давайте разберемся, что к чему. Механика полетов. Данный раздел будет полезен не только рейсерам, но и пилотам других, более-менее быстроходных судов. Даже в бою на таком, казалось бы, не быстром корабле, как Hornet, пилот может отключиться из-за ошибок пилотирования. А в большинстве таких случаев опытный противник вас просто расстреляет. Все, что впоследствии будет обсуждаться применительно к гонкам, можно и нужно адаптировать и применять в боевых условиях. Итак, вы участвуете в гонках и летите от одного чекпоинта к другому. Большая часть новичков-рейсеров, и я в том числе, делают одну распространенную ошибку. Летят по маркерам, чаще всего на форсаже, на очень высокой скорости, из-за чего вынуждены постоянно поворачивать. Таким образом, у корабля возникает инерция. И как следствие, два вектора движения. На высокой скорости при поворотах перегрузка сразу дает о себе знать, и вы увидите, как экран темнеет. Для того, чтобы сбросить нагрузку, необходимо выровнять курс судна или сбросить скорость. Но существует и третий вариант, и именно его используют лучшие пилоты. Для примера, у вас курс движения по дуге, направо. Соответственно, кровь у вас приливает в левую часть тела и голову. Делаете крен на 180 градусов. Вы летите в том же направлении, но нагрузка уже идет на правую часть тела. То есть вы не меняете траекторию движения, вы поворачиваете судно креном, сбрасывая часть нагрузки на пилота. Прошу внимательно посмотреть и проанализировать видео, которые сейчас будут показаны. Из них вы узнаете много интересных моментов.
И напоследок мы постарались собрать все советы от бывалых и не очень пилотов в одну небольшую кучу. Возможно, кому-нибудь они пригодятся. Отключайте G-Safe. Это режим сохранения пилота от перегрузок. При отключенном G-Safe автоматически перестают включаться маневровые двигатели при появлении перегрузки. Это не значит, что маневровые двигатели не будут работать. Просто отключив этот режим, вы сможете делать более резкие маневры и очень быстро набирать скорость. Увы, платой за это станет немаленький шанс словить блэкаут. Отключайте режим Comstep. Со включенным режимом корабль получает дополнительную маневренность, но не сможет так быстро набрать скорость. Грубо говоря, такая штука более полезна в условиях маневренного боя. Например, Хорнету для того, чтобы драться на равных с прыгающей вокруг него Сейбр, такая штука будет явно полезна. Но в гонках этот режим необходимо отключать однозначно. Отключайте ESP режим. ESP режим понижает чувствительность управления, когда цель находится рядом с вашим кораблем. Делается для того, чтобы пилоту было удобнее в нее попасть. В гонках по умолчанию радар какого-нибудь да возьмет в цель. Если вы сблизитесь со своей потенциальной, как считает радар, целью, чувствительность управления корабля снизится. Вообще, знающие люди говорят, что ESP в гонках не работает, и неважно, включен он или выключен. Отключив эти три режима, вы полностью возьмете управление судном под свой контроль. Это высвободит дополнительные мощности вашего корабля. Используйте механику перегрузки во время маневрирования себе во благо. Если вам надо в следующем повороте повернуть направо, сделайте крен на противоположный борт, и при развороте направо делайте одновременный крен в правую сторону, это сбросит перегрузку. Разумеется, этот совет действителен, если вы поворачиваете тангажом. Эти же действия можно адаптировать, если вы поворачиваете рысканием. Такая же механика применяется и в бою. Если вы топите вверх и вперед, кровь отходит от головы, и, сделав крен на 180 градусов, вы можете, не меняя направление движения, сбросить перегрузку. Во время поворота, чтобы сохранить максимальную скорость вне режима форсажа, некоторые пилоты используют режим буста. Это позволяет сохранить максимальные обороты движка, а значит и не потерять скорость при входе в поворот. К тому же буст позволит вам стабилизировать траекторию полета. Внимательно следите за уровнем топлива для форсажа и буста. Эти режимы пожирают топливо, которое отображается в процентном соотношении в меню навигации корабля. Топливо автоматически пополняется при пересечении стартового туннеля. Если вы не вписались в поворот, вылетели с трассы, то лучшим решением будет сделать так называемое самоубийство. Корабль быстро вернется на трассу с последнего удачно пройденного чекпоинта. В некоторых случаях это может сэкономить вам время. Самоубийство нельзя использовать при перегрузках. Стартовая прямая – это участок трассы от стартовой черты до первого поворота. Финишная прямая – это участок от последнего поворота до финишной черты. Обычно финишная прямая совпадает со стартовой. Старайтесь на этих участках трассы развить максимальную скорость. Не имеет значения, в центр кольца вы летите или нет. Никого не слушайте. Делайте все возможное, чтобы летать максимально быстро и эффективно. Найдите максимально короткий маршрут между чекпоинтами. Летайте, летайте и еще раз летайте, и тогда вы станете одним из лучших. Я тебе отвечаю, Вася, это такой ад. Блять, у нас много, а вот гоночных всего несколько штук. В связи с этим... Еще раз, сорян. Я очень сочувствую человеку, который это будет резать. Механика полетов и плакладка. Волосы в кофе. Данный раздел будет полезен не только полезен, я тебе сейчас полезу. Судно креном. Штука более полезна в условиях... Грубо говоря, такая штука. Какая штука? Трудно быть дебилом. Отключайте режим Comstep. Со включенным Comstep'ом корабль... Дополнительные мощности вашего корабля. Мощности. Значит, не потерять... Надо небольшую паузу. Хотя здесь... Ну, да, пауза. Нет, не пауза, не спешу это до конца уже. Всем из лучших. Я не понял.